Мазукичи Акаи. Именно этим выдающимся человеком в далеком 1929 году в городе Токио была основана известнейшая японская компания Akai Electric Company, которая без преувеличения совершила настоящую революцию в мире аудиотехники, подарив меломанам огромное множество прекраснейших катушечных магнитофонов. И именно десятки наиболее интересных представителей данного семейства и посвящен сегодняшний выпуск, который, надеюсь, навеет на вас теплые и приятные воспоминания. Akai M10 выпускался с 1969 года и, в отличие от многих последующих магнитофонов-приставок, являлся полным магнитофоном и имел свой собственный встроенный усилитель, способный выдавать до 30 Вт номинальной и 40 Вт максимальной музыкальной мощности. Магнитофон включал в себя 3 четырехдорожечные головки и 3 мотора, один серводвигатель для тонвала и 2 трехскоростных мотора для подкатушечников. Скорость движения ленты могла составлять 19, 9,5 или 4,76 см в секунду. Максимальный частотный диапазон от 30 до 25 тысяч Гц. Потребляемая мощность магнитофона составляла 165 Вт, а вес достигал 17 кг. Akai GX230D выпускался с 1976 года и представлял из себя четырехдорожечный катушечный стереомагнитофон. Скорость движения ленты составляла 9,5 либо 19 см в секунду. Максимальный размер катушки 18 см. Магнитофон имел 2 двигателя для ускоренной перемотки и 1 двигатель для привода тонвала. Максимальный частотный диапазон составлял от 30 до 23 тысяч Гц. Akai GX255 – достаточно интересный четырехдорожечный катушечный стереомагнитофон с автореверсом, который выпускался с 1978 года. Магнитофон имел 4 головки, одну записывающую, одну для прямого воспроизведения, одну для воспроизведения в обратном направлении и одну стирающую, а также 3 двигателя, один сервомотор для шпинделя и 2 для подкатушечников. Скорость движения ленты составляла 9,5 и 19 см в секунду, а максимальный частотный диапазон от 30 до 24 тысяч Гц. Akai GX265D – четырехдорожечный стереофонический магнитофон с автореверсом, который выпускался с 1973 года. Имел 2 головки для воспроизведения, 2 для записи и 2 для стирания, а также 3 двигателя, 2 для ускоренной перемотки ленты и 1 для тонвала. Время перемотки ленты, кстати, составляло 90 секунд для катушки в 367 метров, а максимальный диаметр катушки 18 см. Скорость движения ленты 9,5 либо 19 см в секунду, а максимальный частотный диапазон от 30 до 25 тысяч Гц. К слову, вес данного малыша составлял 16,5 кг, а список входящих в него электронных деталей включал в себя 38 транзисторов и 26 диодов. Akai 3000D – замечательный четырехдорожечный стереофонический магнитофон, выпускавшийся с 1972 года. Магнитофон имел на своем борту 3 магнитные головки, одну для записи, одну воспроизведения и одну стирающую, а также асинхронный двигатель. Максимальный диаметр катушки составлял 18 см, а скорость движения ленты 9,5 либо 19 см в секунду. Частотный диапазон мог достигать от 30 Гц до 22 кГц при скорости движения ленты в 19 см в секунду. Akai 4000D – обновленная версия четырехдорожечного стереофонического катушечного магнитофона, пришедшая на смену своему предшественнику с 1975 года. Магнитофон имел 3 магнитные головки и синхронный двигатель с ременным приводом. Максимальная скорость движения ленты составляла 19 см в секунду, частотный диапазон при этом от 30 до 22 тысяч Гц, а гармонические искажения не превышали 1,5%. Данная модель была настолько популярна, что продолжала продаваться в Японии даже после выхода в свет музыкальных компакт-дисков.
Akai GX630D SS. Выпускался с 1976 года и представлял из себя достаточно редкий квадрофонический магнитофон, который без преувеличения считался самой успешной катушечной декой серии SS от компании Akai. Магнитофон позволял воспроизводить и записывать фонограммы в режиме квадро, в режиме стерео или 4 различные фонограммы в режиме моно. Магнитофон имел две четырехканальные магнитные головки для записи и воспроизведения, а также две стирающие головки, один серводвигатель для тонвала и два двигателя вихревого тока для подкатушечников. Максимальный диаметр катушки достигал 26,5 см. Скорость движения ленты составляла 19 либо 9,5 см в секунду, а максимальный частотный диапазон от 30 до 21 тысячи Гц. При производстве каждого экземпляра использовалось 65 транзисторов, 63 диода и 4 микросхемы, а вес магнитофона превышал 20 кг. Akai GX650D представлял из себя более позднюю и улучшенную версию высококачественного катушечного магнитофона GX630. GX650 имел три скорости движения магнитной ленты 9,5, 19 и 38 см в секунду, а также транспортный механизм, оборудованный двойным тонвалом и высококачественным двигателем с сервоприводом. Оба прижимных ролика магнитофона приводились в действие собственными соленоидами. Еще один соленоид контролировал натяжение магнитной ленты, и один управлял тормозной системой катушечной деки. GX650D был один из немногих магнитофонов, который имел в своей конструкции датчик холла. Максимальный частотный диапазон составлял от 30 до 30 тысяч Гц, а искажения не превышали 0,4% при скорости движения ленты 38 см в секунду. Вес магнитофона при этом составлял 26,2 кг. Akai GX747 выпускалась с 1981 года и, несомненно, была одной из самых успешных высококлассных моделей компании Akai. Данная дека обладает без преувеличения великолепным звучанием, а с большими 265 мм катушками выглядит просто изумительно. В приводном механизме деки используется три мотора. Тонвал двигателя контролируется при помощи кварцевой стабилизации. Катушечная дека имеет функцию автореверса, а в лентопротяжном механизме применяется 6 магнитных головок. Контроль над уровнем записи и воспроизведения осуществляется при помощи двух цветных светодиодных индикаторов, состоящих из 24 сегментов. Кроме того, есть возможность подключения и использования пульта дистанционного управления. Скорость движения ленты составляет 9,5 и 19 см в секунду, а максимальный частотный диапазон от 25 до 33 тысяч Гц. Благодаря всему этому дека приобрела репутацию безоговорочного шедевра и по сей день пользуется популярностью у коллекционеров и меломанов по всему миру. Ну и завершает нашу сегодняшнюю десятку полупрофессиональный катушечный магнитофон Akai Pro 1000, который является, пожалуй, самым лучшим магнитофоном за всю историю компании Akai. Данная дека состояла из двух отдельных корпусов – транспорта и блока электронного управления, которые между собой соединялись гибкими кабелями, что значительно расширяло варианты установки и расположения магнитофона. Транспортный механизм работал по замкнутой системе с двойным тонвалом и парой прижимных роликов. Akai Pro 1000 имел три скорости движения магнитной ленты – 9,5, 19 и 38 см в секунду. Максимальный диаметр катушки составлял 265 мм, а максимальный частотный диапазон от 20 Гц до 24 кГц. Среди используемых в магнитофоне полупроводников насчитывалось 133 транзистора, 94 диода, 6 тиристоров и 2 микросхемы, а суммарный вес обоих модулей магнитофона составлял 38,5 кг. Стоимость же данной деки в первый год выпуска составляла $1995 США. Ну и в качестве дополнительного бонуса для наших самых преданных зрителей мы не могли не упомянуть, наверное, самый красивый катушечный магнитофон, а именно Akai GX77.
Данная дека выпускалась с 1981 года. В лентопротяжном механизме у нее было установлено 6 магнитных головок, 2 для записи, 2 для воспроизведения и еще 2 для стирания записи. В транспортном механизме GX77 использовалось 3 двигателя, один мотор с сервоприводом для шпилей тонвалов и 2 двигателя использовались для привода подкатушечников. Частотный диапазон Akai GX77 составлял от 25 до 33 тысяч Гц при скорости движения ленты в 19 см в секунду и от 25 до 26 тысяч Гц при скорости движения магнитной ленты 9,5 см в секунду. Но основной особенностью данной деки, конечно же, была безумно притягательная внешность, которая и на сегодняшний день делает этот магнитофон желанным экземпляром в каждой коллекции. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. С вас, как всегда, лайк, подписка и, конечно же, комментарий с указанием самой интересной непосредственно с вашей точки зрения модели катушечных магнитофонов Akai. До новых встреч! Впереди будет много всего интересного. Хороших вам дней!